Стрельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня хочу с вами разобрать очень интересную тему, а именно психосоматика болезней, которая характерна для вашего знака зодиака. Но прежде чем приступим, сделаю небольшое такое лирическое отступление, а именно напомню вам о том, что все, что сегодня я буду озвучивать, будет характерно для представителей всего знака зодиака. То есть это могут быть как стрельцы по солнцу, так и по асценденту. Но наиболее точной, точечной, корректной и правильной для вас будет ваша информация по индивидуальному расчету натальной карты. Безусловно, вы можете рассчитать ее сами на каких-нибудь бесплатных онлайн-сервисах, но я в любом случае вам рекомендую обращаться к кому-либо из астрологов. Для чего? Потому что даже зная время рождения, на бирке у вас осталось или родители вам озвучили, не всегда оно является корректным. А это очень сильно влияет и на построение натальной карты в целом, и на определение знака асцендента, и на прочие аспекты. И именно ректификация позволит действительно устранить все недочеты и рассчитать вашу натальную карту правильно. Почему мы будем анализировать психосоматику болезни с точки зрения астрологии и Таро? Потому что до 18 века изучение астрологии и ее связи с человеческим организмом, это все входило в программу профессиональной подготовки врача. Еще в те времена Гиппократ, это греческий философ и врач, говорил о том, что врач, который не разбирается в астрологии, не имеет права называть себя врачом. Безусловно, современная медицина у нас не прибегает на текущий момент к астрологии, но и астрология, и аналитика на Таро, она по-прежнему, эти дисциплины дают вам ответы на многие вопросы, которые касаются здоровья. То есть мы можем проанализировать, посмотреть, какова будет динамика течения болезни, ну и что, по сути, вам можно сделать, чтобы повлиять на изменение ситуации по здоровью в лучшую сторону. Какую в целом полезную информацию вы можете взять из своего гороскопа рождения, из своей натальной карты? Конечно же, мы не ориентируемся только на один солнечный знак, потому что на состояние здоровья и предрасположенность к заболеваниям у нас влияют следующие факторы. Это и знак по Солнцу, это и знак, который является противоположным знаку рождения, то есть который находится в оппозиции к солнечному. Часто меня спрашивают, как определить, какой знак находится в оппозиции. Смотрите, в данном случае, если мы будем смотреть здесь по ситуации, то у знака зодиака Стрелец в оппозиции у нас будет находиться знак Близнецы, то есть тот, кто находится напротив вашего знака в натальном поле гороскопа. Далее, это асцендент, восходящий знак, потому что асцендент у нас во многом определяет внешность, наше общее физическое состояние и здоровье человека в целом. Это может быть знак зодиака, именно дом в натальной карте, который может содержать стеллиум. Стеллиум – это группа из 3 или большего количества планет. Конечно же, в целом мы анализируем астрологические дома, а непосредственно это ось 2-8 домов, потому что она называется осью кризисных состояний, и ось 6-12 домов. Ну, то есть, иными словами, прямая линия, чтобы вам было понятно. Потому что именно эти оси, они дают максимальное количество информации о вашем состоянии здоровья. Давайте разбираться, почему. Если мы будем смотреть в целом второй дом у нас всегда отвечает за энергетику и энергетические нарушения. Иными словами, это причины, но причины, которые зависят от нас. Поскольку второй дом – это дом ресурсов, а ресурсы – это не только деньги, это энергия нашего здоровья и то, на что мы влияем самостоятельно. То есть если мы там не досыпаем, переедаем, злоупотребляем алкоголем, курением, может быть там какими-то психотропными веществами, то это ваши действия, которые непосредственно будут причиной заболеваний, которые будут выражены в 6-м доме. В целом, если есть какие-либо пробои энергетического плана, то второй дом у нас может показывать наличие на человеке деструктивных воздействий. Если мы будем с вами смотреть 8-й дом, что такое у нас 8-й дом? Очень многие его боятся, потому что 8-й дом – это у нас, как правило, смертельные заболевания, это клинические смерти, это тяжелые операции. Но здесь ситуация, она несколько объемнее, несколько шире, потому что 8-й дом – это, в принципе, резкие обострения, но не обязательно смертельного порядка. Да, по 8-му дому, безусловно, проходят и клинические смерти, и какие-то глобальные у нас такие потрясения в плане здоровья, но 8-й дом – это еще дом наследственности, то есть то, что нам переходит по состоянию здоровья от наших родственников.
Причем, допустим, у вашего там отца или матери этих заболеваний может не быть, но вам может, знаете, как по линии там, от деда, от бабушки передаться те либо иные какие-то наследственные вещи. Поэтому нужно учитывать эти факторы. Сам же шестой дом. Что такое шестой дом? Если у нас второй и восьмой – это причины, то шестой дом – это результаты, это манифестация болезни, иными словами, ее выражение. А 12-й дом – это у нас дом кармы. То есть, по сути, это то, что мы наработали из предыдущих воплощений. Вы можете в это не верить, можете относиться к этому абстрактно, но факт остается фактом. Поскольку 12-й дом – дом духовности, то мы отрабатываем то, что наработали в предыдущих воплощениях, плюс здесь прорабатываем еще и текущую карму. Почему это дом духовности? Потому что здесь, по сути, 12-й дом сам по себе – это пребывание в больнице, это хронические заболевания, это скрытые заболевания, которые изначально мы не видим или они плохо диагностируются, но потом проявляются. То есть это очень долго вещи, которые мы можем не замечать. Но и помимо всего прочего, по 12-му дому очень часто проходят вопросы инвалидности. Поэтому, когда рождается ребенок с какими-то действительно серьезными там нарушениями и инвалидностью в целом, то это также будет видно по 12-му дому. И вы скажете, за что эта кроха это заработала? Да ни за что. Это отработка кармы как родителей, да, в текущем воплощении, так и отработка этого человека за предыдущие воплощения. Потому что сам по себе ребенок, вы же понимаете, это безневинное существо. Он не может что-то наработать или заработать те либо иные какие-то нарушения. И первый дом у нас еще отвечает, назову так, за нарушение нашей физической оболочки, физического тела. Потому что когда происходят изменения формы, а это травмы, это шрамы, это какие-то увечья, это все первый дом. В целом, на что мы еще, помимо всего прочего, уделяем чему внимание? Анализ домов и знаков, он дает нам возможность определить предрасположенность нашу и наших систем организма к каким-либо заболеваниям. Это подтверждается и не только астрологическими методами. Существуют еще такие направления в медицине, которые называются психоэндокринология, а теперь называется нейроэндокринология. И вот эта вот дисциплина, она точно может показать, что даже небольшие изменения в гормонах сразу после рождения человека, они могут определять его состояние на десятки лет вперед. То есть, иными словами, это нейроэндокринология, она может диагностировать все то, что нас ожидает на десятки лет вперед, даже там при соблюдении здорового образа жизни, при, знаете, как наличии физических нагрузок. Вот это очень близко к астрологии в целом. Но и помимо всего прочего, астрологический опыт показывает, что по карте мы можем диагностировать очень поздние заболевания, которые наступят не скоро. То есть это говорит о том, что все по всем параметрам и по сфере здоровья закладывается в самом начале, то есть на момент нашего рождения. Итак, стрельцы, переходим непосредственно к вам, будем разбирать. За что же отвечает ваш знак зодиака? Вот, постаралась схематически вам показать, чтобы было видно. Итак, 9-й знак зодиака, он управляет судьбой человека через печень и бедра. Здесь, конечно, стрелочку мы на печень не ставили. Основной акцент все-таки делается на бедре, но тем не менее, печень тоже проходит, и я объясню вам почему, по какой причине. Благодаря вашему позитивному отношению к жизни, те, кто родились под знаком зодиака Стрелец, они, как правило, хорошо заботятся о своем здоровье. Почему? Потому что оптимизм и энтузиазм вашей планеты-управителя Юпитера, она позволяет вам избегать проблем, а если они уже и начались, то причиной мог только, знаете, как послужить недостаток веры в себя, недостаток веры в высшее Я, то есть что вас ведут, что вам в жизни помогают. И помимо всего прочего, со стрельцами часто происходят несчастные случаи, которые касаются вождения или спорта. Почему? Потому что здесь, знаете, вот как любители скорости, любители движений, любители экстрима, вот знаете, как иногда бывает чрезмерно. Даже если вы занимаетесь не каким-то экстремальным видом спорта, а более таким нейтральным, пусть это будет, например, футбол, но тем не менее, это тоже скорость, поэтому, к сожалению, травмы здесь могут быть неизбежны. Вообще стрельцам рекомендуется мыслить позитивно. Почему? Потому что вы в этом случае, если у вас есть эмоциональный такой позитивный настрой, вы можете справиться со всеми бедами.
А, Печень почему очень важна для вас и, в принципе, для нормального метаболизма? Потому что не всегда, но тем не менее стрельцы склонны к лишнему весу, но и в особенности в области бедер. Поэтому здесь нужно следить за этим, чтобы избежать вопросов, связанных с ожирением. Поэтому рекомендация – это больше заниматься спортом, который подходит вам, который вам нравится, ну и подходить ко всему с оптимизмом. То есть вам нельзя кукситься, концентрироваться, в принципе, на каких-то негативных вещах, потому что на самом деле это пагубно влияет на ваше состояние. Поскольку ваша планета-управитель Юпитер, она считается планетой счастья, удачи, мировоззренческих поисков, социальной справедливости, то от этой планеты вы получаете и жизнерадостность, и энергичность, и желание помогать и покровительствовать другим. Учить всех жизни, как бы это странно ни прозвучало, но тем не менее. Стремиться к расширению границ своего сознания. Вы на самом деле наделены хорошим здоровьем. Большинство представителей знака зодиака очень любят спорт, путешествия, активный образ жизни. Почему? Потому что Юпитер – самая большая планета в Солнечной системе. И во всем, что вы делаете, вы чувствуете масштабность, и вам это прям крайне необходимо. Мелочиться вы вообще не любите. Для вас самое главное – это сформулировать идею, поставить задачу, а как ее выполнять, это называется «пусть решают другие знаки зодиака». И вообще, скажем так, один из прототипов, архетипов стрельца, да, это Прометей, то есть тот, кто принес людям огонь, за что был прикован богами к скале. Ну и по сути здесь каждую ночь прилетал орел и клевал печень. Поэтому вот не зря говорю, что для вас крайне характерны такие вещи по состоянию здоровья, как печень и бедра. Поэтому, к сожалению, все печёночные недуги, а именно циррозы, холециститы, гепатиты, бывают спутниками представителей знака зодиака Стрелец. Кроме того, ваша энергия, она связана с бедрами и тазом, поэтому такие вещи, как переломы костей таза, невриты, ущемление седалищного нерва, также являются вашей такой зоной риска. Почему крайне важен для вас спорт? Как раз, чтобы не было застоя энергии, и вам нужно прорабатывать очень тщательно эластичность ваших мышц, потому что, как бы это странно ни прозвучало, но в этом заключается ваша жизнь, ваш жизненный потенциал, ваше долголетие. И вот любая скованность или невозможность проявить себя и проявить размах в каких-либо делах, они для вас губительны, потому что это повергает вас в сильнейшую депрессию. А если вы не можете еще изменить ситуацию, то вы становитесь в чем-то циничными, желчными, и желчность будет отравлять жизнь не только вам, но и вашему окружению. Почему еще делала акцент на вопросах ожирения и склеротичных процессах? Почему? Потому что это те вещи, которые приводят к спазму сосудов, что может быть причиной инсультов. Поэтому, чтобы избежать проблем со здоровьем, у вас всегда должна быть даже небольшая какая-то мега-цель в жизни. Почему? Потому что как только у вас появляется какая-то новая идея, у вас хандра слетает в одночасье, и как следствие это заставляет вас быть активными, двигаться, заставляет циркулировать кровь в вашем организме, то есть энергия кипит, бурлит кровь, назовем так. И когда вы садитесь кушать, вы должны вспоминать всегда об уязвимости печени, то есть вам противопоказаны крайне обильные трапезы. Вот для кого, а для стрельца это нужно выходить из стола с ощущением легкого голода, то есть не доедать. И либо же по рекомендации вашего врача, лечащего специалиста, принимать, может быть, гомеопатию, какие-либо травы, которые способствуют очищению печени. Еще, помимо всего прочего, почему я говорила, что крайне важна вот эта динамика движения? Потому что для вашего знака зодиака характерны заболевания крови и кровеносной системы, потому что со стрельцом связан меридиан, или как так называемый мастер, или называю господин сердца. Из-за этого очень часто у стрельцов также бывают какие-либо нарушения по работе сердца, сердечного клапана. Ну и в принципе, кто изучал систему кровообращения, тот знает, что идут два удара. Да? Один от сердца к периферии, другой удар встречный, которым управляет мастер сердца. И вот тех, кто учится управлять своим кровообращением, учат в школах контролировать не сердечный пульс, а пульс господина сердца. Потому что, по сути, это вся периферийная система кровообращения.
Но и как следствие со Стрельцом, еще раз говорю, связаны нарушения в работе печени, но одного этого указания мало. Понимаете, здесь нужно еще тщательно смотреть натальную карту в индивидуальном порядке каждого из вас, чтобы дать более точечные рекомендации. Но вот это те системы, на которые вы должны обратить все свое внимание. А, безусловно, скажем так, в индивидуальном порядке нужно смотреть, какие планеты работают и на вас влияют, какие там еще могут быть нарушения в целом. Почему, опять же, вы спросите, кровеносная система? Потому что Юпитер связывает с артериальной кровью, Венеру с веносной. Поэтому здесь у вас также могут быть нюансы с кровеносной системой целиком и системой кровотворения. За что еще отвечает ваш знак зодиака? То есть с кровью, с печенью мы разобрались, с бедрами разобрались, но помимо всего прочего вы еще отвечаете за подколенную область, поэтому говорю, травмы характерны там для футболистов, хоккеистов и так далее. Ягодицы, может быть такие вещи, как чесотки, свищи. Ну а в целом, если смотреть в характеристику, да, по Стрельцу, это дисплазия тазобедренного сустава, это переломы шейки и бедра, это болезни и травмы тазобедренных суставов в целом, это заболевания соединительных тканей. И самое главное, это, знаете, как вам просто нужно себя беречь. Не пренапрягайте ваши связки, ваши сухожилия. Если вы профессионально занимаетесь спортом, вы прекрасно понимаете, что вам нужно тщательно разогреться для того, чтобы приступить к каким-либо нагрузкам физическим. Иначе, если вы это делаете без подготовки или как по принципу образно, не знаю, приехали вы на свой присадебный участок, окучивать огород, там, сажать какие-либо культуры, не прогрелись, не размялись, начали работать, вас замкнуло, все, всем спасибо, все свободны. Поэтому, да, вам даже перед такими вещами нужно действительно делать разминку. Еще, помимо всего прочего, на что необходимо сделать акцент. Поскольку есть проблемы с бедрами, здесь также могут быть и вопросы невралгии, защемления. Поэтому массажи — это как профилактика для вас всех ваших болезней. Они для вас, крайне важны, крайне характерны. Опять же, почему массажи? Потому что массажи, они будут являться профилактикой и спазмов сосудов, и как следствие инсульта, и вопросом ожирения. Понятно, что массаж не может решить всех проблем, если вы там злоупотребляете алкоголем, переедаете и прочее, но тем не менее, вот именно массажи действительно для вас такая вот must have. Приберите себе лайфхак. То есть вы можете заниматься самомассажем, хотя, конечно же, наиболее качественный массаж вам может сделать только специалист. Почему еще печень? Потому что на самом деле печень у вас крайне уязвима. Здесь нужно помнить всегда об умеренности в напитках, в еде, даже в приеме лекарственных препаратов, особенно когда вам там выписывают десяток подряд. Проконсультируйтесь с вашим врачом, чтобы не было серьезной нагрузки на печень, чтобы вам грамотно подбирали лекарственные препараты. Естественно, компенсаторикой ваших заболеваний это является умеренность в питании, это постановки масштабных целей, и как следствие, конечно же, спорт, активность и позитив. Почему позитив? Потому что вы крайне эмоциональны, и вам крайне важно концентрироваться на каких-то глобальных задачах, знаете, которые вам дают какую-то энергию, вас преподносят, превозносят. Поэтому действительно у вас даже есть такое стремление не то чтобы служить людям, а делать какие-то масштабные проекты, которые бы помогали людям решать каких-то их повседневные бытовые проблемы или задачи. Поэтому действительно это очень для вас важно и значимо. Еще таким вот моментом, как дополнительно, на что нужно обращать внимание, почему говорила не мелочиться, потому что если вы концентрируетесь на каких-то мелочных задачах, вы очень быстро перегораете, то есть энергия идет работать против вас. Что значит масштабные? То есть это не значит, что нужно брать 10 работ и 10 проектов, нет. Пусть это будет какой-то один проект, но какой-то глобальный. Или если вы ставите себе какую-то задачу, образно, выучить язык какой-то на среднем уровне, чтобы им хорошо владели. Безусловно, не за месяц и не за два, допустим, за год, но так, чтобы там у вас все отскакивало от зубов и вы шикарно им владели. То есть для вас это такие вот масштабные цели и задачи, но тем не менее, которые будут для вас крайне продуктивны. Давайте посмотрим все-таки по картам рекомендации по каждому из домов.
чтобы посмотреть, на что вам стоит обратить внимание и чем себя подстраховать. Итак, за второй дом у вас здесь отвечает девятка жезлов. Девятка жезлов – это защита. Защита какого плана? Это работа, связанная с иммунитетом. Девятка жезлов – это сам, знаете, как предостерегать себя по каким-либо вещам. Справедливость указывает на ситуацию баланса, а именно, на что мы можем влиять? На вопросы питания, на физические перегрузки, на режим дня и так далее. Потому что если у вас где-то идет нарушение баланса, то есть переели или, допустим, не доспали, у вас сразу же будет вылетать иммунитет. То есть вам важно понять, что баланс во всем – это первооснова профилактики любых заболеваний. Если будем смотреть с вами 8-й дом, по 8-му дому 8 монет. Здесь могу сказать так. Ваша работа, которая вас может в прямом смысле слова убить. Поэтому отказывайтесь здесь от вопросов трудоголизма. То есть работа работой, но опять же важен баланс. Потому что 8 пентаклей – это когда вы днем и ночью заняты какой-то целью, какой-то задачей. И из-за этого могут страдать не только ваше состояние здоровья, но, допустим, ваши близкие, которым не хватает внимания. Поэтому здесь очень важно не переутомляться. 8 монет – это вопросы физического и эмоционального истощения, но это больше связано, повторюсь, с перегрузкой, с переработкой. Если мы будем просто брать вопрос физических нагрузок как спорт, опять же, не переусердствовать, потому что когда вы пытаетесь брать высокую планку, там, марафон, бежать быстрее всех или там брать какой-то очень большой вес, на самом деле вы только делаете себе хуже. Пусть это будут какие-то для вас средние результаты, но для вас этими средними результатами вы пойдете, знаете, как говорю, значительно дальше и добьетесь больших успехов. Если смотреть в целом, о чем здесь у нас идет речь по вопросам наследственности, поскольку у нас дно колоды башня, а здесь 8 монет, это закупорка сосудов, поэтому сосуды – это ваше все. Проверяйтесь на вопросы холестерина, проверяйтесь на ситуацию, как я говорю, сжиженности крови, потому что кровь, знаете, как у вас двигатель вашего, скажем так, двигатель ваших всех процессов. Почему? Потому что эти карты указывают на ситуацию, что склонность к тромбофлебитам, склонность в первую очередь к хрупким сосудам у некоторых из вас, и это в большей степени наследственные какие-то вопросы. Как это определяется? То есть либо у вас близко расположены сосуды, капилляры, то есть это могут быть гематомы, которые долго проходят. Это, в принципе, знаете, как варикозная сетка. Обращайте на это внимание, если есть такие у вас вещи, то нужно идти к флебологу и решать эти проблемы. Смотрим с вами 6-й дом. Что по 6-му дому? 6-й дом – Солнце. Солнце вроде бы классная карта, да, и ни к чему придраться. Но в 6-м доме, как манифестация болезни, это всплеск. Всплеск чего? Конечно же, кровяное давление. Поэтому здесь у многих могут быть вопросы гипертонии. И опять же, это все, что связано с инсультами или инфарктами, потому что Солнце – это как резкий выброс, резкий спазм. Поэтому, ребят, вот здесь следим за сердцем, за сосудами. Это для вас ситуация, ну вот, одна из самых определяющих. Сейчас даже дотяну. Вот видите, здесь у нас падает карта Император. Император – это то, что нужно держать всегда под контролем. В большей степени это, конечно, будет свойственно мужчинам, нежели женщинам. Повторюсь, это вопросы, связанные с сердцем и нюансы по гипертонии. Если мы будем смотреть для девушек и женщин, 2 мечей, это то, что у нас непосредственно будет связано с сосудами в целом, потому что у некоторых из вас это может быть и низкий уровень ферритина, и насыщение крови кислородом, поэтому обращайте на это внимание. Смотрим с вами 8-й дом, простите, не 8-й, 12-й, по 12-му дому что? По 12-му дому 9 мечей. 9 мечей – это когда вы слишком сильно стрессуетесь из-за каких-либо вещей. То есть лишний раз себя наворачиваете, прокручиваете ситуацию. То есть вы не можете эмоционально от чего-то абстрагироваться. Очень сильно принимаете близко к сердцу какие-то ситуации. Ранимы эмоционально, хотя в жизни никогда никому этого не покажете, но факт остается фактом. Да, если себя еще и накрутили, и как следствие этими переживаниями себя до этого состояния и доводите, как минимум до скачков давления, так это факт.
Давайте посмотрим, как вам это нужно прорабатывать. Тройка монет, дьявол и четверка монет. Здесь эти карты показывают, что в первую очередь вам нужно работать над своим эмоциональным состоянием. Почему? Тройка монет – это работа. Дьявол и четверка монет – это быть зависимыми от состояния стабильности. Стабильности какой? Как мы видим, эмоциональной. Поэтому не зря мы называем все эти вещи психосоматика болезни, потому что, как бы это ни прозвучало, это действительно так. Для всех знаков зодиака основная причина наличия тех либо иных заболеваний – это стрессовые факторы, это эмоциональные переживания. Ну, конечно же, да, мы сами можем пагубно влиять на свое здоровье, но не зря говорят, что все болезни от нервов. Поэтому я надеюсь, что эта информация вам будет в плюс, будет во благо. Возьмите себе ее на вооружение. Я вам искренне желаю долголетия, крепкого здоровья, счастливой жизни. Ну и самое главное, применяйте все эти рекомендации от Таро себе во благо, чтобы действительно ваше состояние здоровья улучшилось и вы прожили максимально комфортную и счастливую жизнь. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.